В 1815 году 27-летний Джордж Байрон был одним из самых знаменитых людей в Европе. Слава его держалась не только на его поэзии. Байрон собственной жизнью показывал пример современного романтического героя. Свободного от всех предрассудков и социальных рамок, одинокого, непредсказуемого и рокового. В переводе на нормальный язык его любовные эскапады заставляли Лондон содрогнуться, а сплетни еще и преувеличивали его порочность. Леди Каролина Лэмп на балу пыталась резать себе запястье разбитым бокалом. Его сестра по отцу Августа Ли родила от него дочь. А про то, что он вытворял во время своего заграничного вояжа с иностранцами всех рас, полов и возрастов, даже самые либеральные люди передавали друг другу только шепотом. Но самое неприятное – у него кончались деньги. Байрон отказывался брать гонорары за свои произведения, которые потенциально сделали бы его миллионером, потому что он считал, что это ниже его достоинства как джентльмена. Секс-скандалы его достоинства не роняли, а получать зарплату за труд роняло. Кроме того, привязанность к Августе, неважно, насколько платонической она была или не была, становилась неконтролируемой, и он решил жениться и покончить с прошлым. И желательно взять хорошее приданое. Если ваша племянница не против, я предпочту ее. Если же нет, то подает любая, которая не захочет плюнуть мне в лицо. Так изящно формулировал свои матримониальные планы величайший романтик Европы. Эта племянница была девицей, которая, по мнению абсолютно всех в свете, была ему не по зубам. Богатая наследница, красавица и умница исключительной моральной строгости мисс Изабелла Милбэнк, которую друзья звали Аннабелла. Вообще-то Байрон окучивал ее уже 3-й год, но Аннабелла ему отказывает. Аннабелла была не просто умная, она была одной из самых образованных девушек своего поколения. Ее родители были людьми прогрессивных взглядов и нанимали кембриджских профессоров для своей обожаемой дочки. Благо, денег у них хватало. Ее образование не ограничивалось музицированием, французским языком и рисованием акварелей, типичным набором для барышни той эпохи. Аннабелла углубленно изучала философию, естественные науки и математику, которая ей особенно нравилась. «Моя принцесса параллелограммов», – называл ее Джордж Байрон, который навряд ли помнил, что такое параллелограмм, но слово было красивое. Что заставило Аннабеллу в конце концов согласиться на предложение Байрона? Молодость и самоуверенность. Она решила, что она его перевоспитает. Более того, что это ее религиозный долг – вернуть заблудшего поэта на стезю добродетели. Навряд ли она была в него прямо уж безумно влюблена. Он был для нее интересным проектом. Кроме того, она считала себя незаурядной личностью, и в этом смысле Байрон, признанный гений, казался ей достойной парой. Байрон, в свою очередь, оценил ее превосходство над толпой девиц, падавших в обморок при его появлении. Он называл ее единственной женщиной, вызывавшей его уважение. Он со своей стороны тоже был во власти иллюзии, что Аннабелла спасет его от самого себя. Быть демоническим гением становилось очень хлопотно и морально изматывало. Они поженились в начале января 1815-го. Вполне ожидаемо чудо не произошло. Надежды молодой пары разбились в мелкую пыль примерно через 1,5 часа после венчания. Он начал на нее орать еще в карете, которая везла их на медовый месяц. Но некоторое время они пытаются убедить себя и других, что не совершили ошибки. Тщетно. Байрон быстро понял, что он женился на зануде, убежденной в своей собственной непогрешимости.
Аннабелла же утвердилась в мысли, что ее муж психически болен. То есть он не просто порочен, а ненормален в медицинском смысле слова, и его невозможно перевоспитать, а надо лечить. То есть посадить где-нибудь в подвале на цепи, поливать ледяной водой из ведра. По крайней мере, это был средний уровень тогдашней британской психиатрии. Муж давал ей достаточно причин так думать. Байрон в тот год находился под постоянным стрессом из-за катастрофического состояния своих финансов и много пил, а пьяным он становился буйным и агрессивным. То, что он пил вино из кубка, сделанного из человеческого черепа, не так важно, что то, что в этот кубок умещалось больше бутылки. Он старается уговорить себя, что любит жену, но у него это плохо получается, и он срывает злость на ней же. Он буквально тычет ей в лицо своим распутством, усаживая ее рядом с Августой и сравнивая цвет их панталон. Когда жена рожала, он пил в комнате под ней и швырял бутылки в потолок, заставляя ее подскакивать на кровати. После рождения ребенка его выходки стали еще грубее и агрессивнее. Ему точно так же не удается уговорить себя стать любящим отцом, как и добрым мужем. Между тем его жене удалось достать экземпляр медицинского журнала, в котором было описание водянки головного мозга. И эта наивная во всем, что касалось человеческих эмоций, заучка немедленно решила, что она нашла причину поведения Байрона. Она посчитала своим долгом обыскать его вещи и письма, чтобы выявить другие доказательства болезни. Среди вещей Аннабелла нашла бутылку лауданума и копию романа маркиза де Сада-Жюстина. Узнав об обыске, Байрон вполне резонно психанул и уже менее резонно отправил жену с ребенком к ее родителям. Это только убедило Аннабеллу в ее правоте. Интересно, что с точки зрения тогдашнего британского семейного права, если бы Байрон был просто психопатом и изменником, она имела бы возможность добиться развода. Но если бы он был признан сумасшедшим, она теряла право на развод. Психически больные люди были недееспособными и, соответственно, не могли вступать ни в какие юридические соглашения, включая развод. Отчего и создавались ситуации, как в Джейн Эйр с сумасшедшей женой, запертой на чердаке. К досаде Аннабеллы найденные ею врачи не согласились с ее диагнозом. А шокированные родители, которые уже ненавидели зятя всеми фибрами души, добились таки того, чтобы Байроны официально оформили раздельное проживание. Это не полный развод, но функционально это был развод, только без права повторного брака для обоих сторон. После чего Байрон навсегда исчезает из жизни Аннабеллы и их дочери. Он вскоре покинул Англию, и остаток своих дней он прожил за границей, не вспоминая бывшую жену. Между тем Аннабелла не только не забыла о нем, но начала, как одержимая, пытаться вытравить все следы отца в их ребенке. У нее появляется новый проект – Августа Ада Байрон. Для Аннабеллы должно быть стало настоящей пощечиной то, что Байрон назвал их дочь именем своей сводной сестры, с которой у него была, если не инцестная связь, то, по крайней мере, сильнейшая эмоциональная привязанность, сделавшая невозможным никакую нормальную семейную жизнь. Может быть, поэтому, а может быть, потому что Аннабелла вообще была холодна и не способна к настоящей любви, она воспитывала дочь дистанционно, поручив ее бабушке, своей матери. Решительно настроенная на то, чтобы не позволить наследственности распутного и безумного отца проявиться в их чаде, Аннабелла избрала лучшее в ее глазах противоядие романтизму, поэзии и пороку – точные науки. Поскольку она сама была нетипично хорошо образована, Аннабелла смогла организовать для дочери образование поистине уникальное, не только для барышни, но и вообще для англичанина любого класса, положения и пола. Она также приставила соглядатаев докладывать ей о каждом шаге дочери
чтобы пресекать малейшие признаки аморальности. Между тем, Ада росла довольно болезненной. С детства ее мучили сильнейшие мигрени. В 14 она заразилась корью, которая оставила ее чуть ли не парализованной на год. В 16 она начала снова ходить на костылях, но болезни не помешали ей учиться. Так же, как и ее мать, Ада с раннего детства демонстрировала большие способности к математике. Когда ей было 12, она начала серьезно и методично изобретать летательный аппарат. Она испробовала несколько вариантов материалов для крыльев. Она изучит анатомию птиц, чтобы разработать конструкцию соединения парового мотора с крыльями. Она напишет список всех инструментов, которые ей понадобятся, чтобы перелететь страну, преодолеть горы и реки. Компас в первую очередь, и как можно дальше отсюда. Но попытки Аннабеллы защитить дочь от заочного влияния Байрона пропали в туне. Ада с детства была очарована образом своего отца, про которого ей ничего не рассказывали и запрещали спрашивать, и даже портрет его занавесили тяжелым занавесом. Из-за всей этой атмосферы тайны с ароматом скандала юная Ада только сделала вывод, что мать, отношения с которой не становились лучше, наверняка возводит на отца напраслину. Короче, математика Аду не спасла. В 18 лет она сделает попытку сбежать со своим учителем. Аннабелла была в шоке от того, что ее строжайшее воспитание дало такой провал, и сделала все возможное, чтобы скрыть от света выходку дочери, опасаясь за ее репутацию. При этом она сама постоянно поминала на людях, как она опасается, что порочные качества отца, и шло перечисление качеств с примерами, повлияют на их дитя. И в результате, когда юная Ада Байрон вышла в свет, за ней уже тянулся шлейф скандальной известности, созданный ее непомерно обеспокоенной матерью. Люди смотрели на нее и ждали, когда она выкинет что-нибудь достойное ее фамилии. Она была хороша собой, как ее отец в юности, очаровательна и много танцевала. Она поражала собеседников остротой ума и широтой познаний, и неусыпным интересом к наукам, прикладным и теоретическим. К счастью, принадлежность к высшему свету имеет свои преимущества. Если вы хотите с кем-нибудь познакомиться, вам легко удастся это сделать, даже если это мировая интеллектуальная знаменитость. Ада заводит дружбу с Мэри Сомервилл, первой женщиной, ставшей почетным членом Королевского астрономического общества, с Эндрю Кроссом, изучавшим электричество, с отцом современной экспериментальной оптики Дэвидом Брюстером, с изобретателем Чарльзом Уитстоном, а также с Майклом Фарадеем и Чарльзом Диккенсом. В июле 1835 года, когда ей было 20, она выйдет замуж за Вильяма Кинга, который через 3 года унаследует титул графа Лавлейса, что сделает бывшую Аду Байрон графиней Лавлейс. Ее муж был молод, знатен, богат, умен. Он поощрял интерес жены к наукам и никогда не жалел на ее увлечение денег. У них было 3 великолепных поместья и 3 чудесных детей. Первенца Ада назвала Байроном в честь своего отца. В 1837 Ада подхватит вместе с тысячами лондонцев холеру. Она выживет, но на всю оставшуюся жизнь у нее останется зависимость от лауданума. Когда ей и ее кузине Мидори Ли, дочери Августы, исполнилось 25, Аннабелла сообщила им, что Байрон был отцом их обоих. Она, видимо, ожидала шока и обмороков, и того, что Ада наконец перестанет идеализировать отца. Но Ада очень спокойно отнеслась к этой новости. Она писала матери: «Я нисколько не удивлена. На самом деле вы просто подтверждаете то, в чем я в течение многих лет почти и не сомневалась». Несмотря на все усилия, Аннабелле не удалось вырастить дочь закомплексованной пуританкой. Все 1840-е годы Ада заигрывала со скандалами. Она легко заводила дружбу с мужчинами, не беспокоясь о том, что говорят у нее за спиной.
Мир тогда был так устроен, что ее интересы неминуемо толкали ее в мужское общество, потому что с подавляющим большинством дам ей просто было не о чем говорить. Она, по всей видимости, имела также какие-то романтические связи с кем-то из своих друзей-мужчин, но, откровенно говоря, редкая светская дама того времени была совершенно свободна от сплетен. Но это было не единственным ее грехом. В конце 1840-х годов леди Лавлейс проиграла кучу денег на бегах. Ада попыталась вывести математическую формулу, обеспечивающую гарантированный выигрыш, и сформировала целый синдикат из приятелей, что интересно, исключительно мужчин, с которыми попыталась поставить азартные игры на научное основание. И это ей, мягко говоря, не удалось. Она спустила гигантскую сумму, более чем в 3000 фунтов стерлингов. Это примерно 500 000 на современные деньги. Зачем она в это ввязалась? И что, мало было денег, которые давал ей муж? Мало. Но не на платье и шляпки. У этой дамы была очень необычная причина тайком от мужа пытаться достать денег. Ада хотела построить первый компьютер. И еще за 10 лет до этого она познакомилась через свою знаменитую подругу Мэри Сомервилл с Чарльзом Бэббиджем. В кругу избранных юная Ада будет приглашена посмотреть на прототип его разностной машины, механизма, который мог точно рассчитывать довольно сложные формулы и приводился в движение поворотом ручки. Сын преуспевающего банкира Чарльз Бэббидж получил образование лучшее возможное тогда в мире. Он закончил Тринити колледж Кембриджа. Уже в колледже он проявил себя как незаурядный математик. И он начал поговаривать, что с математическими таблицами, которые в те годы уже вовсю активно издавались и переиздавались всеми развитыми странами, надо что-то делать. Что такое математические таблицы? Это толстенные книги, заполненные уже посчитанными за вас цифрами. Мы говорим о мире, где не было калькуляторов. Печатные таблицы логарифмов и тригонометрических функций экономили время и спасали шкуры инженеров, ученых всех специальностей и капитанов дальнего плавания. Представьте себе, болтаетесь вы в деревянной посудине посреди океана, вас несет ветром и течением, берегов не видно, и вам нужно рассчитать, под каким углом к заходящему солнцу вам нужно плыть, чтобы попасть домой. Корабль раскачивает 10-бальный шторм, в трюме вопят пьяные матросы, готовящие бунт, и на горизонте показались паруса пиратского брига. Как в таких условиях вы будете считать на бумажке синус? Но, к счастью, у вас есть книга, в которой умные люди уже все посчитали. Нужно только найти там нужный столбец и, вуаля, подставить цифры в ваше уравнение. К сожалению, с этими таблицами была одна небольшая проблема. В эту кошмарную кучу многозначных чисел неизбежно вкрадывались ошибки. Ошибка могла возникнуть при изначальном подсчете, при копировании результатов от руки в сводные рукописи, при печатном наборе, где угодно. Известен конфузный анекдот, когда после окончания очередной франко-английской войны в море встретились английский и французский корабль. И в ознаменование заключения мира они произвели салют и обменялись ценными подарками. Французский капитан вручил английскому красивый серебряный поднос, а англичанин подарил французу новейшие навигационные таблицы Томаса Юнга. И больше этот французский корабль никто никогда не видел. Впоследствии оказалось, что таблицы Юнга просто кишели ошибками. То есть проблема, как вы видите, была острая и актуальная. И Бэббидж, чьи научные и изобретательские интересы распространялись от алгебраических кривых и анализа разделения труда в промышленности до конструирования тарана на носу паровоза, который нежно прозвали короводавителем, берется за проектирование машины, которая умела бы считать
и печатать полученный результат на бумагу, устраняя таким образом ненадежный человеческий фактор. Бэббидж сконструирует маленькую упрощенную модель своей машины, разностную машину, как он ее назвал, которая умела только складывать, но тем не менее умудрялась считать какие-то уравнения. Она состояла из массы сцепляющихся между собой шестеренок с цифрами и приводилась в движение поворотной ручкой. Объяснить вам, по какому принципу работала машина Бэббиджа, я не в состоянии. С математикой я не дружу, и в последний раз я с ней не дружила лет 30 назад. Но я нашла статью в интернете, по-русски объясняющую принцип работы разностной машины. Ссылка внизу, может быть, вы поймете. На мой взгляд, это какое-то колдовство. И подавляющее большинство людей, которым Бэббидж демонстрировал свое изобретение, реагировали так же, как я. Но не юная Ада Байрон. Ада все поняла и пришла в полный восторг. И под прикрытием своей дружбы с Мэри Сомервилл стала навещать Бэббиджа так часто, как только могла. Бэббидж был впечатлен интеллектом и энтузиазмом барышни и стал фактически ее ментором. Он писал ей: «Забудьте этот мир, все его проблемы и, если возможно, многочисленных шарлатанов. Словом, все, кроме чародейки чисел». Вероятно, богатый опыт Ады по общению с психопатами помог ей сохранить дружбу с Бэббиджем на многие годы. Потому что я, может быть, не могу объяснить, как работала машина Бэббиджа, но зато я могу объяснить, почему она так никогда и не была построена. Несмотря на то, что проект был одобрен, и он получил большой правительственный грант. Бэббидж был, безусловно, гением, но он также был чокнутым. Эксцентриком, как тогда говорили вежливые люди. Он знал, что он гений, был свято уверен в своей правоте и не терпел критики и внешнего контроля. Расскажу вам один характерный эпизод, прекрасно это иллюстрирующий. Однажды Бэббидж написал письмо лорду Теннисону, величайшему английскому поэту, вроде нашего Пушкина, обращая его внимание на то, что в его новой поэме содержится ошибка. Стихи гласили: «Каждый миг умирает человек, каждый миг рождается человек». Если бы это было так, писал Бэббидж, то население Земли было бы константой, но это неверно. Поэтому не могли бы вы, уважаемые, в следующем издании исправить эту строчку на «каждый миг умирает человек, каждый миг рождается 1,1/16 человека». На полном серьезе, без всяких шуток. Шелдон Купер 19 века, дамы и господа. Шелдон в тюрьме. Шелдон в тюрьме? За что? А ты как думаешь? За то, что он наговорил судье тех же гадостей, что всем вокруг. Это мое место. Неудивительно, что строительство разностной машины затянулось и в 10 раз превысило бюджет. В конце концов, Бэббидж насмерть разругался с человеком, который физически делал его машину, инженером-механиком Джозефом Клементом. В результате он не только потерял инженера, но и чертежи разностной машины. Тогда были такие законы, что интеллектуальная собственность принадлежала конструктору, а не автору идеи. Но Бэббидж глазом не моргнул. Зачем ему было это старье, он уже придумал новую, гораздо более универсальную вычислительную машину, аналитическую, которая умела уже примерно все. Если разностная машина была фактически механическим калькулятором, то аналитическая машина была бы уже полноценным компьютером с памятью, процессором и устройством ввода-вывода. Ее можно было программировать, то есть давать ей разные задания с помощью перфокарт. Новая машина Бэббиджа должна была быть безупречной и огромной, 150 метров длиной. Но к этому моменту его способность получать деньги от правительства себя исчерпала, поскольку он так не построил ничего за 10 лет и потратил столько денег, что Англия могла построить на них 2 военных корабля. Походу, он разругался со всеми должностными лицами, ответственными за выдачу грантов. Никаких денег от короны ему больше не светит. В игру вступает леди Лавлейс.
Как вы уже поняли, сам Бэббидж был не способен эффективно коммуницировать с людьми. И Ада станет активным популяризатором его идей. Она видит, что большинство людей, даже имеющих образование, не понимают устройство машины. И это ее огорчает. Она пытается объяснить ее человеческим языком, используя аналогии и метафоры. К примеру, вводное устройство аналитической машины работало на перфокартах, подобных тем, что использовались на ткацких станках Жаккарда, другом гениальном, но гораздо более успешном изобретении эпохи промышленной революции. Аналитическая машина должна ткать алгебраические формулы точно так же, как ткацкий станок Жаккарда свивает цветы и листья на рисунке, будет объяснять Ада. В 1840-м Бэббиджа пригласили провести в Туринском университете семинар, посвященный его аналитической машине. Луиджи Минабре, в те годы молодой инженер, а в будущем премьер-министр Италии, перевел лекцию Бэббиджа на французский язык. И эта стенограмма была опубликована. Желая больше популяризовать изобретение Бэббиджа на родине, Ада берется за перевод этой книжки на английский. Но она не просто переводит, она сопровождает свой перевод разъяснительными примечаниями, которые оказались в 3 раза длиннее самой статьи. В ее примечаниях в качестве примера был расписан алгоритм расчета чисел Бернулли с использованием аналитической машины. Совершенно не важно, что это за числа, но эта инструкция, написанная Адой Лавлейс, сейчас считается первой в мире компьютерной программой. А Ада Лавлейс, соответственно, носит титул первого программиста. В том же самом примечании Ада дает интересную критику возможностей искусственного интеллекта, не потерявшую актуальности и по сей день. Она пишет, что аналитическая машина не претендует на создание чего-либо. Она может делать все, что мы знаем, как приказать ей делать. Она может следовать за алгоритмом, но у нее нет силы предвидеть какие-либо аналитические отношения или истины. То есть восстания машин Ада не боялась. А еще Ада Лавлейс первая осознала, что потенциал аналитической машины выходит далеко за рамки расчетов. Она пишет, аналитическая машина могла бы манипулировать другими вещами помимо чисел, если бы были найдены объекты, чьи взаимные фундаментальные отношения могли бы быть выражены отношениями абстрактной науки об операциях. Предположим, например, что фундаментальные отношения тональных звуков в науке о гармонии и музыкальной композиции поддаются такому выражению. Тогда машина может составлять сложные и научные музыкальные произведения любой степени сложности. То есть она еще тогда предвидела, что компьютер может не только считать, а делать вот все это, что сейчас делают для вас ваши карманные компьютеры. И даже те, кто сейчас оспаривают право Ады на звание первого программиста, потому что Бэббидж, безусловно, писал какие-то программы, когда делал свою машину, просто они не были опубликованы. Даже они не оспаривают того, что она первая поняла, что компьютеры могут потенциально оперировать любыми абстрактными символами, не только числами. Ада пыталась достать деньги на постройку аналитической машины, но ей это не удалось. Она даже попыталась предложить Бэббиджу, что она возьмет на себя весь, как мы бы сказали, пиар и вообще общение с инвесторами от его имени, но тот, разумеется, взъярился и некоторое время с ней не разговаривал. Аналитическая машина Бэббиджа так и не была построена, ни при его жизни, ни позже. В 2002 году в Лондоне была построена более простая разностная машина по оригинальным чертежам. А попытка построить аналитическую машину была начата, но уперлась в большие проблемы интерпретации и расшифровки чертежей инструкций Бэббиджа. Ада была на четверть века моложе Бэббиджа, но он пережил ее больше, чем на десятилетие. Она умерла по странному совпадению в том же возрасте, что и ее проклятый и идеализируемый отец, в 36 лет.
Ада заболела раком, и ее смерть была мучительной и заняла около года. Ее мать постаралась, чтобы ее в это время не могли посещать никто из ее близких друзей и товарищей, только врачи и семья. За 3 месяца до смерти Ада сказала что-то по секрету своему мужу, который заботливо ухаживал за ней. Никто не знает, что она сказала, но это заставило его покинуть ее на смертном одре. По ее распоряжению и вопреки истерическим протестам Аннабеллы, Ада Байрон Лавлейс была похоронена рядом со своим отцом, которого никогда не видела, и который парадоксальным образом был причиной того, что она стала тем, кем она стала, чудом, рожденным из противоречия. На следующей неделе, во второй вторник октября, будет отмечаться очередной День Ады Лавлейс. Он был учрежден, чтобы повысить авторитет женщин в науке, технологиях, инженерном деле и математике и создать новые образцы для подражания для девочек, которые хотели бы посвятить себя этим областям. Как будете отмечать? Пишите внизу. На сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Я публикую новый рассказ каждую субботу. Спасибо вам за внимание. Отдельное спасибо моим подписчикам на Бусти и Патреоне. Всего вам доброго. До свидания.